Давай честно, ты уже давно сидишь на игле. И нет, я не про вещества. Твой дилер – это твой собственный мозг. Ты зависим от дешевого дофамина больше, чем порно-актер от камеры или игрок в казино от зеленого сукна. Почему ты готов часами скроллить ленту, где мелькает секс, насилие и чужой успех, но не можешь заставить себя прочитать одну главу книги? Твой внутренний робот, этот циничный манипулятор, подсадил тебя на гормональный коктейль, чтобы ты не задавал лишних вопросов. Сегодня мы вскроем эту гнойную рану. Добро пожаловать во вторую главу. Мы разберем, как тебя имеет твоя биология и почему твой мозг – это самый жесткий сутенер в истории человечества. Погнали. Начнем с главного триггера – дофамин. Многие думают, что это про кайф. Ошибочка. Дофамин – это про жажду. Это тот самый зуд, который заставляет тебя искать секс на одну ночь или покупать пятые кроссовки. Вспомни первобытного предка. Он видит сочную тушу мамонта, бам! В мозг влетает дофаминовая пуля. Это не радость от еды, это приказ. Беги и хватай, иначе подохнешь. В 2026 году этот механизм превратился в твой личный ад. Ты подсел на уведомления, на лайки, на ожидание чего-то нового. Твой мозг продает тебе надежду на счастье, но как только ты получаешь желаемое, он выключает кран. Ты остаешься с пустой коробкой и чувством, что тебя снова развели. Дофамин – это бесконечное «еще», у которого нет стоп-крана. Почему так сложно соскочить с этой иглы? Потому что современный мир – это бесконечное дофаминовое порно. Нам продают картинку идеальной жизни, и наш мозг верит, что ресурс где-то рядом. Но покупка новой тачки радует тебя ровно 3 дня. Почему? Потому что для системы выживания ты уже в дамках. Ресурс получен. Мозг ставит галочку и перестает платить тебе гормонами. Он хочет, чтобы ты снова пошел на охоту. Мы стали заложниками новизны. Мы меняем партнеров, гаджеты и работы, надеясь на вечный кайф, но получаем лишь короткую судорогу удовольствия. Твой мозг – это казино, и он всегда выигрывает, оставляя тебя с пустыми карманами и выгоревшими рецепторами. Если дофамин – это морковка перед носом, то эндорфин – это анестезия, когда тебя жрут живьем. В природе он не для радости. Он для того, чтобы ты со вспоротым животом мог пробежать еще пару километров. Это твой внутренний героин. Именно поэтому люди подсаживаются на жесткий спорт, мазохизм или татуировки. Тебе нужно причинить себе боль, чтобы получить дозу облегчения. В современном мире мы стали слишком изнеженными, поэтому ищем эндорфин в извращенных формах. От поедания перца чили, который буквально сжигает твои рецепторы, до истеричного смеха на похоронах. Мозг думает: «О боже, мы умираем», и вбрасывает дозу. Ты кайфуешь от того, что боль просто на время утихла. Жить на эндорфине – это как пытаться потушить пожар бензином. Это экстремальный ресурс. Те, кто постоянно ищут второе дыхание через самоистязание, рано или поздно ломаются, мотор сгорает. Помнишь метафору с закисью азота? Это круто в «Форсаже», но в реальной жизни поршни вылетают через капот. Если твоя единственная радость – это упасть замертво после тренировки, значит, твоя жизнь превратилась в попытку убежать от хищника, которого не существует. Ты обманываешь систему спасения жизни, используя ее как ежедневный энергетик. Но когда придет реальная беда, твой бак будет пуст, рецепторы выгорят, и ты останешься один на один с болью, которую нечем будет заглушить. Перейдем к окситоцину. Это гормон социальной проституции. Твой мозг панически боится одиночества. Для предка изгнание из племени было равносильно мучительной смерти. Поэтому окситоцин – это награда за то, что ты свой. Мы подсаживаемся на это чувство принадлежности. Это оно заставляет тебя соглашаться с глупым боссом или терпеть абьюз в отношениях.
Хоть какой-то секс, хоть какая-то стая, лишь бы не одному. Вот девиз окситоцинового раба. Мы имитируем близость в соцсетях, ищем одобрение у незнакомых людей, просто чтобы почувствовать, меня не выгнали на мороз, я в безопасности. Секс без окситоцина – это просто фрикции, но мозг специально связывает оргазм с выбросом этого гормона, чтобы ты привязался к партнеру. Это эволюционная ловушка, чтобы вы вместе вырастили потомство. Но как только доверие рушится, мозг врубает кортизоловую атаку. Измена ощущается как физический удар под дых, потому что для лимбической системы это сигнал. Тебя предали, стая тебя кинула, ты скоро сдохнешь. Мы держимся за гнилые связи именно из-за окситоциновой ломки. Твой мозг – это параноик, который готов терпеть унижение, лишь бы не остаться в тишине. Чтобы взломать этот код, нужно научиться быть автономным, но это требует стальных яиц и новой нейронной прошивки. А теперь о самом грязном наркотике – серотонине. Это гормон доминирования и власти. Твой внутренний зверь постоянно замеряет. У кого член длиннее, у кого тачка дороже, у кого больше подписчиков. Когда ты чувствуешь превосходство, мозг заливает тебя серотонином. Ты чувствуешь себя богом, но если кто-то круче тебя, ты падаешь в бездну ничтожности. Это то, на чем строятся все социальные сети. Это бесконечное сравнение. Ты смотришь на успешных блогеров, и твой мозг кричит: «Ты лузер, у него больше ресурсов». Мы готовы пойти на любые низости, чтобы подняться по иерархической лестнице и получить эту заветную дозу уважения. Проблема в том, что серотониновый трон всегда шатается. Как только ты купил Rolex, появляется кто-то с Patek Philippe. Мозг мгновенно обесценивает твой успех и требует новой победы. Мы стали рабами статуса. Мы берем кредиты на свадьбы и пыль в глаза, чтобы получить мимолетную инъекцию серотонина. Но лимбической системе всегда мало. Она помнит времена, когда статус давал право первой ночи и лучший кусок мяса. Сегодня это превратилось в бесконечный сериал «Кто здесь папа?». Если ты строишь свою самооценку на мнении окружающих, ты добровольно надеваешь на себя ошейник. Ты будешь вечно голодным псом, выпрашивающим крохи признания у толпы. Твой мозг – это не храм, это химический бордель. В нем постоянно перемешиваются дофамин, эндорфин, окситоцин и серотонин. Каждое твое решение от выбора завтрака до выбора жены – это результат борьбы этих 4 дилеров. Ты думаешь, что ты личность с принципами? Ха! Ты просто набор биологических реакций. Твоя лимбическая система общается с тобой через боль и удовольствие. Она не знает логики. Она знает только «хочу» и «боюсь». Когда ты осознаешь, что твои высокие чувства – это просто вброс химикатов, ты начинаешь понимать правила игры. Ты либо учишься управлять этим зоопарком, либо остаешься кормом для системы выживания. Забудь о вечном счастье. Это миф для лохов. Если бы ты был счастлив постоянно, ты бы перестал размножаться и искать еду. Природа создала гормоны счастья, как короткие вспышки, чтобы ты сделал работу и снова стал недовольным. Твой мозг запрограммирован на вечный дефицит. Постоянное счастье в природе означает смерть. Как только ты достигаешь цели, уровень гормонов рушится. Это не депрессия, это норма. Система возвращается в режим ожидания, чтобы ты снова пошел вкалывать. Пока ты ищешь конечную точку счастья, ты просто теряешь время. Смысл не в результате, а в том, чтобы научиться получать удовольствие от самого процесса этой безумной химической гонки. Твой неокортекс – это тонкая оболочка цивилизации на старом вонючем мозгу ящерицы. Ты можешь носить костюм от Gucci и говорить об инвестициях, но внутри тебя сидит существо, которое хочет только 3 вещей: не быть съеденным, затащить кого-нибудь в постель и занять место повыше на ветке.
Все твои сложные проблемы – это просто шум. Лимбическая система плевать хотела на твой психологический комфорт. Ее задача – выжать из тебя максимум, пока ты не состаришься и не освободишь место для новых особей. Понимание этого дает тебе суперсилу. Ты перестаешь вестись на свои страхи и начинаешь видеть, где за ними стоит голый инстинкт. Можно ли перепрошить этот ад? Лоретта Бройнинг дает ответ. 45 дней. Это время, необходимое для того, чтобы проложить новую нейронную тропинку через джунгли твоих инстинктов. Это будет больно. Тебя будет ломать, как наркомана в реабилитации. Твой мозг будет требовать привычных доз дешевого дофамина и социального одобрения. Он будет подсовывать тебе тысячи оправданий, чтобы ты бросил все и вернулся в стойло. Но если ты продержишься 1,5 месяца, старые цепи начнут рваться. Ты начнешь получать гормоны за свои правила, а не за те, что тебе навязала эволюция. Это не магия, это чистая биология. Вопрос только в том, хватит ли у тебя духа пойти против своего создателя. 2 глава закрыта. Теперь ты знаешь правду. Ты либо биоробот на дофаминовой игле, либо хакер, который учится взламывать свой код. Эти 4 – дофамин, эндорфин, окситоцин и серотонин. Больше не твои тайные хозяева. Теперь ты знаешь их клички и их методы. В следующей серии мы разберем, как эти ребята создают порочные круги зависимостей и как именно мы сливаем свою жизнь в унитаз из-за багов в системе. Ставь лайк, подписывайся и пиши в комментариях, что об этом думаешь. Если ты готов продолжить трепанацию своего сознания, подписывайся, напиши в комментариях. Ты готов к 45-дневной ломке или тебе комфортнее в своем привычном стойле? Увидимся в 3 главе. И помни, твой мозг тебе не друг. Он твой надзиратель. Но сегодня мы украли у него ключи. До связи.